Всем привет! Вы на канале Ashley Voice Music, и сегодня мы разберем приемы перкуссии бас, бочка и щелчок. Если использовать прием бочка и щелчок одновременно, это будет выглядеть так. Давайте сначала разберем, как играть прием бочка. Мы стучим вот этой частью руки примерно вот в это место гитары. То есть попробуйте пока просто постучать. Дальше мы используем одновременно, мы играем бас и делаем бочку. То есть мы большой палец заводим за струну, чтобы звук струны и бочка был одновременным. То есть мы можем зайти прям даже за струну, под струну. Главное, чтобы было все одновременно. Представьте, что у вас здесь есть палочка, то есть как качеля. То есть здесь поднимается, а рука опускается. В основном бочка и бас звучат вместе. Давайте теперь разберем, как играть прием щелчок. Мы большим пальцем стучим по шестой струне, но и по пятой тоже можно попадать. То есть у нас рука опускается не просто сверху вниз, а рука доворачивается. То есть мы чуть разворачиваем и обратно разворачиваем и ударяем по шестой струне. Дальше мы можем усовершенствовать прием щелчок еще больше и во время удара большим пальцем по шестой струне добавить еще такой прием, когда мы пальцы разжимаем и бьем по нижним струнам. Давайте попробуем совместить это все. Бас, пятая струна и бочка. И щелчок и удар вниз. Давайте попрактикуем прием бочка на мелодии. Мы ставим аккорд АМ, делаем бас-бочку с пятой струной и играем струны 4, 3, 2. Получается? Дальше ставим аккорд F, играем уже шестую струну и бочку и также 4, 3, 2. Получается? Дальше мы ставим аккорд С, играем бас-бочку с пятой струной. Дальше также 4, 3, 2.
И дальше поднимаем безымянный палец на струну выше. То есть на шестую струну, третий лад. И играем 6, бас-бочка, и 4, 3, 2. Все вместе получается так. Теперь давайте добавим сюда щелчок. Получается так. Бас-бочка с пятой струной. Играем четвертую струну отдельно. Ударяем. И играем вторую струну. Получается бас-бочка с пятой струной. Четвертая отдельно. Щелчок. И вторую. Также ставим аккорд F. Играем шестую бас-бочка. 4 отдельно. Ударяем. И вторую. С. Точно так же пятую струну бас-бочка. Четвертую отдельно. Щелчок. Вторую. Безымянный палец поднимаем выше. Играем шестую струну бас-бочка. Четвертую струну. Щелчок. И вторую. Все получается так. Теперь давайте добавим улучшенный щелчок в эту мелодию. То есть мы играем пятую струну, бас-бочка, четвертую отдельно, щелчок и бьем пальцами вниз. И играем вторую. Дальше F. Также 6, 4, удар вниз и щелчок. Вторая. Дальше С. 5, 4, удар вниз и щелчок. Вторая. И безымянный палец выше. Бас. 4, удар вниз. Вторая. Получается так. В этих аккордах вы можете импровизировать и добавлять, допустим, к аккорду АМ на удар вниз мизинец. Или, когда мы играем отдельно вторую струну, добавлять мизинец. Получается так. Здесь я добавил мизинец на вторую струну, третий лад. Также можно добавить на первую струну, третий лад. Это будет и так. И также мы делаем на каждый аккорд другой. То есть на F мы можем добавить мизинец на вторую струну, третий лад, добавить мизинец на первую струну, третий лад. Также мы можем экспериментировать с аккордом С. Или можем вообще поднять указательный палец. И то же самое мы можем делать с безымянным пальцем, когда вот стоит он один на шестой струне на третьем ладу. То есть мы можем добавлять либо мизинец на вторую струну, третий лад, либо на первую струну, третий лад, либо указательный палец на первую струну, первый лад, либо на вторую струну указательный палец, первый лад.
Как вы могли заметить, я оставил аккорд фа не полностью, а вот так. Потому что здесь поставлены пальцы на те струны, которые я задействую в этом переборе. Давайте я расскажу, как я его ставлю. Указательный палец ставлю на вторую струну первый лад. Средний палец ставлю на третью струну второй лад. Безымянный палец ставлю на пятую струну третий лад. Мизинец ставлю на четвертую струну третий лад. И большим пальцем я зажимаю шестую струну на первом ладу. То есть здесь остается только первая открытая. Но так как я здесь задействую струны только шестую, четвертую, третью, вторую, я поднимаю мизинец и вместо него ставлю безымянный палец. Получается зажата только шестая, четвертая, третья, вторая, пятая и первая открытая. И так как мизинец свободный, я могу ставить его на вторую струну третий лад, на первую струну третий лад. То есть уже экспериментировать, добавлять новые элементы. Это были приемы перкуссии, а сейчас я хочу вам посоветовать видео с обучением, как играть Цой Кукушка и как играть прикольную мелодию из Розовой Пантеры. Всем пока!